К следующему вопросу. Сначала на РИА Новости появляется следующий заголовок. Вопрос о смене адреса посольства США в Москве рассмотрят в феврале. И затем уже ТАСС сообщает следующее. Госдеп не против переименования улиц, на которых находятся посольства США в Турции и в Российской Федерации. Ну а что Госдеп был бы против такой позиции России? Ведь данная законодательная инициатива, она предусматривает, что у России нет и не может быть своей внутренней и внешней политики, не определенной извне. То есть, как это так? Россия будет, значит, сама определять, какую улицу назвать Арбат, какую улицу там назвать еще как-то. Неважно. Есть политическая конъюнктура, и вы под эту политическую конъюнктуру будете переименовывать свои улицы, получать проблемы и все прочее, рвать свою историю. Так это же замечательно. Лакей такое может только предложить для того, чтобы выслужиться перед хозяином, но при этом изображая из себя какого-то патриота России. Как Госдеп может быть против такого? Да он еще и сахарку в рот положит этой собачке, которая верно служит. Ведь надо же понимать, что Россия самоценность, что у России своя история, что название улиц – это исключительно российская история. Это никакое не реагирование на какого-то там господина, который живет за лужей. Да нам на него при названии улиц. У нас своя история. Многотысячелетняя история России. И на основе своей многотысячелетней истории мы определяем, как называется та или иная улица. А не то, что там кто-то чихнул за лужей, а мы будем тут радостно вопить. А мы переименуем, мы себе создадим проблемы. Ну, вообще какая-то обезьянья политика. Ну, тут, как утверждают в ответ на переименование площади... Да нам по барабану! Если вас укусила бешеная собака, вы в ответ собаку будете кусать. Надо же понимать, что у России есть чувство собственного достоинства, есть своя политика, есть свое государство. Если мы так строим позицию, то тогда никто и никогда не будет от нас требовать, чтобы наши спортсмены поехали под каким-то там флагом, не российским. А если мы будем вот так заниматься переименованием своих улиц, так не ждите уважения в мире. Потому что вы лакеи, вы дрессированная собачка, которая прыгает на лапках, как ей сказали. И в ответ на какое-то там действие будем делать это. У нас своя история. Собаки лают, караван идет. А здесь вот позиция другая. Надо на этом деле сделать какой-то политический гешефт для дебилов. Там я буду патриотом. Ну, какой патриотизм здесь? Когда полностью показывают, что мы будем всегда, наша политика государственная, рефлексивная. И мы будем всегда реагировать на то, что там кто-то сделал. А нужно делать свое, и пусть там реагируют. Пусть там переименовывают улицы. Потому что они это делают от бессилия. А мы, значит, здесь будем и говорить, да вы что вы, мы еще слабее, мы только под вас вообще всегда ляжем. Ну, нам только переждать, пока будет вот тут Путин там или кто-то другой, кто будет проводить свою политику, российскую. Вот в чем суть этого заявления-то. Вот в чем суть этого законодательного акта. Я не удивлюсь, что он написан в посольстве США. А тот депутат просто радостно за 30 кусочков резаной бумаги зеленой сдал суверенитет России. Я имею в виду, кто предоставил этот на обсуждение и внес его на рассмотрение.